Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также здравия вам и вашим родным. У нас сегодня снова специальный выпуск, и он посвящен всем делам, которые мы сможем сделать, а также можем обратить внимание, чего нельзя будет делать в период с 5 по 9 ноября 2022 года. Итак, начнем. Агрогороскоп с 5 по 9 ноября 2022 года, киевское время. Первый день, когда можно что-то делать из этого периода, это будет 5 ноября, когда будет растущая луна находиться в знаке Овен. Это будет суббота. Видите, как раз хорошо. Но здесь можно только заниматься проращиванием семян зерновых культур. В крайнем случае, если есть острая необходимость, можно еще зерновые сидираты посеять. И то это уже в теплицах или же в теплых регионах. Для рассады в этот день не работает ничего. Дальше мы тоже, кстати, уже будет одинаковое практически все. Поэтому мы будем озвучивать сразу 2 дня, 5 и 6, когда Луна находится в знаке Овен. С 13 часов 6 вход Луны в период сожженного пути полнолуния. Здесь не посевов и тоже никаких не проводим. И с рассадой не работаем. Для цветов в открытом грунте, там, где еще тепло, актуальна защита от вредителей и от болезней. Но также можно, вот смотрите, 5 собирать еще семена и выкапывать луковицы для хранения и закладывать на хранение луковицы. 6 лучше только вот заниматься защитой. Поливы никакой пользы не дают, поэтому не проводим. Подкормки нельзя в этот период. Овен, растущая луна, горят корни или же листья. В саду, вот смотрите, в саду актуальный сбор урожая, если это еще не завершена эта работа, то собираем урожай. А также занимаемся уборкой и, обратите внимание, защита от грызунов и зайцев. Очень актуальная тема грызуны. Они буквально словно чувствуют, что будет длинная зима и нужно запастись продуктами. Вот они грызут, делают норы. Будьте внимательны тоже, подготовьтесь к этим с трудным испытанием для ваших растений, ну и для вас тоже. Зеленые операции не проводим, собираем урожай, да, заготовки делаем тоже, да, квашения капусты пока нет, настойки прекрасные получаются, сбор лекарственных трав тоже очень хороший период, здесь полнолуние, налив всеми энергиями различных частей наших растений, а особенно это касается вершков, поэтому собираем лекарственные травы. Рыбалка бесполезна. Для комнатных овощей защита от вредителей и болезней очень актуальна. Ну а теперь переносимся, вот смотрите, я так вот устанавливаю, переносимся на вот эти 3 дня, очень сложные дни для того, чтобы что-то делать. Вот это и есть у нас подготовка к полному лунному затмению, сожженный путь полнолуния и различные энергии, которые будут влиять стрессово на растения, на семена. Поэтому в этот период знак прекрасен, но посевы не проводим, с рассадой не работаем, не беспокоим наши растения. Для цветов актуальна защита, и с 8 числа уже здесь, кстати, тут тоже будет поливы, уже после 7 часов актуальны. Можно будет поливать растения, но актуальна защита от вредителей и от болезней – это теплые страны. Но поливы у нас уже начинаются 7, 8, а 9 мы можем поливать только до 12 часов, потому что у нас период начинается именно близнецов, а это знак стихии воздуха в 13:38, надо, чтобы вода усвоилась. Итак, мы продолжаем рассматривать с 7 по 9 агрогороскоп, что мы можем делать в Тельце. А мы можем по поливам, еще раз повторяю, 2 дня прекрасных, 9 только до 12 часов, подкормки в период полнолуния, сожженного пути полнолуния в любом знаке не проводим. Для сада по-прежнему актуальны. Кто не убрал, убираем сад, защищаем растения от различных грызунов и зайцев, от всех вредителей. Ну и если есть желание, можете защищать растения от вредителей и болезней. Это если актуально в теплых странах.
Для зеленых операций время нельзя в это время проводить их, не подходит это время. А вот собирать урожай можно все дни. Заготовки тоже проводить все дни, проводите все дни. Квашение капусты можно проводить с 7 после 8 часов, 8 все сутки, и постарайтесь сделать заготовку с капустой до 12 часов 9. Далее уже начнут работать энергии стихии воздуха, близнецов. Настойки делаем все 3 дня, собираем лекарственные травы все 3 дня. Рыбалка пока неудачная. Комнатные овощи очень актуальны, поливы после 8 часов, после 7-8 часов утра 7, 8 все 24 часа и 9 до 12 часов поливы проведите. Ну и, естественно, профилактические обработки против вредителей болезней очень актуальны. Прежде чем рассмотрим рубрику «Луна для дома и для здоровья», давайте поговорим об энергиях космоса для этого периода. Практически все эти 5 дней, с 5 по 9 ноября, это завершение коридора затмений, именно 8 ноября 2022 года. Хотя энергии эти будут работать еще до полугода. Для каждого снова же свой период, свой сценарий. 9 ноября эти сложные и стрессовые энергии будут продолжаться. Ко всему, на завершающем этапе коридора затмений вокруг Земли будут трудиться Солнце, Марс, Венера, Уран, Меркурий, Нептун и Плутон. Практически все космические участники Солнечной системы, но кто-то больше, кто-то меньше. Смотрите, с 4 ноября Луна будет находиться в квадрате к Марсу. 6 ноября Венера будет находиться в точной оппозиции к Урану. 7 ноября точный квадрат Венеры с Сатурном. Ну и 8 ноября Луна приближается к Урану и окажется в оппозиции с Солнцем. А это уже будет время полнолуния. И, кстати, по мнению практически всех астрологов, 8 ноября 2022 года самое сложное полнолуние этого года в знаке Телец, в Тау-квадрате на Сатурн. Как видите, все энергии у нас в оппозиции, в напряженных, все вот эти сочетания энергий планет напряженные. 9 ноября будет наблюдаться точная оппозиция, снова же напряжение, оппозиция Солнца и Меркурия с Ураном. А это значит, что напряженное время будет продолжаться. Поэтому никаких покупок, никакого начала новых дел, новых проектов не планируем на этот период. А теперь рассмотрим следующую рубрику «Луна для дома и для здоровья». Снова же в период с 5 по 9 ноября 2022 года, время киевское. Итак, мы с вами рассмотрели уже информацию о энергиях этого периода. Ну а теперь возвращаемся в наши дома. А в доме в период с 5 по 6 будут работать, конечно же, энергии Овна, и с печкой прекрасно будут гореть дрова, но возможен пожар. И причем пожар не только от печки, будьте внимательны, но и электроприборы и остальные ситуации, которые могут привести к пожарам. В Овне, да, перед лунным затмением, да, еще перед полнолунием, конечно же, вот это очень усиливается. Будьте внимательны. Стрижку волос не проводим, стрижку ногтей тоже. Покраска волос отменяется. Это у нас Овен, и мы завершаем коридор затмений. Мыть волосы можно, а вот уход за кожей, это имеется в виду питательные маски, в Овне не работают. Очистка кожи у нас еще пока нет, она скоро начнется, когда уже выйдем с сожженного пути полнолуния. Очищение организма можно делать 5 еще, а далее уже вот эти энергии все не позволяют нам этим заниматься. По крайней мере, 6 не проводим. Рукоделие в Овне самое неблагоприятное время. Для теста нужно добавлять жидкость или же уменьшать количество муки, то, что сказано в рецепте.
Стирка и уборка. Можно только текущую, но если вы хотите хорошо выстирать ваши вещи, и они довольно такие загрязненные, поэтому в этот период мы не делаем этих стирок и уборок. Пропускаем. Есть далее хорошие дни для этого дела. А вот ремонт и проветривание вещей очень хороши в этот период. Поэтому их используем для того, чтобы и, кстати, энергии много, но берегите снова же себя, помните лунное затмение. Далее идем дальше. 7, 8 и 9. Это энергии в основном работы Тельца, энергии Земли. Здесь у нас возможен дым в доме. Будьте внимательны. Маленькие небольшие костры делайте. Кострики, как говорит мои знакомые, начинаем с маленького кострика. Или же просто сухой спирт, небольшое количество бумаги, потому что может быть дым. Далее, стрижку волос в это время, сложное время, когда идет вот эта сложная энергия полнолуния, лунного затмения, не трогаем волосы, не трогаем ногти и не красим волосы. А вот мыть волосы можно. Уход за кожей в Тельце можно очень хорошо. Питательные крема поступают в клеточки. И сделайте это 9 до 14 часов. Почему? Потому что далее стихия воздуха и не воспринимают клетки вот эти питательные вещества. Идем дальше. Очистка кожи. Вот очистка кожи, то, что курс каждый ждет момента вот этого начала, не проводим еще 7-8, а вот вечером уже начало цикла 9 ноября начинаем. Очищение организма не проводим, можно только начинать это делать 9 после 14 часов. Далее рукоделие. Вот в Тельце полнолуние. Кстати, запаситесь ручкой, карандашами, бумагой. Вот это период, когда полнолуние, да еще и полное лунозатмение, приходят очень интересные идеи. Просто перенасыщена голова вот этими идеями. Записывайте, зарисовывайте, и затем будут очень интересные проекты рождаться. Пока что это идеи, записи идей. Итак, прекрасное время для вязания, для творчества 7, 8 и 9. Для теста в это время норма, по рецепту ничего не меняем, все хорошо получится. Стирка в Тельце, пусть будет полнолуние, но хорошо получается, выстирываются хорошо вещи все 3 дня. Желательно, конечно, до 15 часов, потому что в 15:38 это уже стихия воздуха, здесь стирка будет некачественная. Уборка все эти дни тоже прекрасно пройдет. А вот с ремонтом, проветриванием вещей, вот это дело нужно отложить. Потому что качество будет отвратительное, вещи наберут влажного и не очень приятного осеннего запаха. Как обычно в это время запахи дыма, и вещи теряют свое постиранное состояние, или же вы просто выносите для того, чтобы проветрить, а получаете очень неприятного запаха свои вещи. А теперь немного подробнее поговорим о нашем здоровье. 5 и 6 ноября 2022 года растущая луна будет в знаке Овен, начинается период сожженного пути полнолуния, поэтому в этот период постарайтесь беречь себя, не перенапрягаться. Но в Овне давайте мы рассмотрим более подробно, что здесь главное. А главное в Овне – это голова. Все кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. В этот период уязвима вся сердечно-сосудистая система. Будет болеть голова, подготовьтесь к этому периоду. Большой риск травм и переломов. В это время нельзя проводить операции на голове. Уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка и другие органы головы. Также могут возникнуть осложнения при любых операциях на голове и при операциях на глазах. Ну и помним, что мы входим уже в период сожженного пути полнолуния. Желательно в этот период, перед лунным затмением,
не проводить вообще никаких операций, только в экстренных случаях, если это просто сложно и очень срочно нужно это делать. И еще обратите внимание, в этот период обостряются радикулиты, ревматизм, конечно, беспокоит, грыжи позвоночника, артрозы, остеохондрозы. 7, 8 и 9 практически весь световой день будут уязвимы. В Тельце, это время Тельца, уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык и нижняя челюсть. С 7 по 9 ноября Луна будет находиться в знаке Телец, а в это время нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе, а также нельзя удалять гланды. Но напоминаю, что это время полного лунного затмения и сожженного пути полнолуния. Желательно в этот период отказаться от операций вообще. Период с 7 по 9 ноября особенно уязвима область шеи. Возможно защемление нервов, пережатие сосудов позвонками в области шеи. И, пожалуйста, физические нагрузки должны быть максимально снижены в этот период. Это же период у нас, период полного лунного затмения, а также сожженного пути полнолуния. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко и Александр Волик. Прощаемся с вами. Всего-навсего до следующего видео. По-прежнему желаю вам всего-всего самого доброго в вашей жизни. Мира, тепла и уюта в ваших домах в это уже прохладное время года. Ну и последнее завершающее сообщение – это то, что мы теперь будем выходить в период с 12 до 14 часов, чтобы было удобно всем смотреть наши видео. Что ж, пока-пока и до новых встреч на нашем канале.